Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, и мне посчастливилось покататься. Сейчас он немножко попищит, пусть вас это не сбивает с толку. Мне посчастливилось покататься и познакомиться с такой маркой автомобиля, как Genesis. Это корейская марка, тот же Hyundai, вот, только более премиальном в своем классе. Конкретно модель GV70, и мне бы хотелось поделиться с вами своими общими впечатлениями об этом автомобиле, рассказать о его плюсах, о его фишках, преимуществах, которые я нашел и с отзывов владельца, а также указать на ряд недостатков, на которые стоит обратить внимание. Перед тем, как начать, хотел бы немножко поделиться, кто я и чем я занимаюсь. Как я сказал, меня зовут Макс, и я занимаюсь автоподбором и осмотром автомобилей перед покупкой. Поэтому, если вам интересен какой-либо автомобиль или вы хотите подобрать автомобиль в Москве и области, то, пожалуйста, обращайтесь. Я люблю машины, начинал этим заниматься как хобби, но уже это перерастает в более широкий формат. Поэтому переходите в мои соцсети, переходите обязательно, подписывайтесь в телеграм-канал, там будут все контакты, там представлены отчеты и примеры тех работ, которые я выполняю. Также я специально для вас разыграю на первые 200 подписчиков в моем телеграм-канале розыгрыш «Выездная диагностика автомобиля перед покупкой». Так что переходите, пишите, звоните. Буду рад со всеми пообщаться. И всем спасибо. Ну и возвращаясь к нашему автомобилю, он выпускается с 2020 года. Рынок на эти автомобили у нас в России составляет где-то от 4 до 6 миллионов рублей, в зависимости от состояния комплектации, а также пробега. В целом эти автомобили идут в 4 вариациях по моторам. Это 2,5-литровые двигатели на 249 и 304 лошадиных силы. Есть дизельный мотор на 2,2 литра, 199 лошадиных сил. Также топовый у них это 3,5-литровый V6 на 379 лошадиных сил. Все это работает с 8-ступенчатым классическим автоматом. Рассказывать особо про них нечего, все они достаточно надежные. Единственное, что все двигатели очень требовательны к качеству топлива, поэтому на этом лучше не экономить. Знали ли вы, что компания Genesis буквально выкупила ряд архитекторов, дизайнеров и инженеров с других именитых европейских брендов? Например, для разработки дизайна были приняты в штат, так скажем, сотрудники, которые дизайнеры, ранее работали над созданием таких автомобилей, как Bentley и Lamborghini. А над ходовой частью автомобиля трудился человек, который является инженером, бывшим инженером, то есть в компании BMW подразделе M. Если говорить про стиль данного автомобиля, наверное, каждый уже его видел на картинках, он достаточно давно на дорогах общего пользования, каждый успел сложить о нем свое впечатление, это все вкусовщина, да и только. От себя я хочу отметить одно. Мне нравится, что компания Genesis все-таки смогла добиться своего уникального образа автомобиля, разработать уникальный дизайн, и он не ассоциируется с остальными европейскими именитыми брендами. То есть это отдельная автомобильная марка, которая у всех ассоциируется как Genesis, а не как что-то похожее, как это мы видим у каких-то китайских брендов, да, которых очень много у нас на дороге, которые постоянно ассоциируются с чем-то, ну, точно не тем, что это едет. Вот, поэтому за это Genesis отдельный респект. Мне дизайн очень нравится. У него есть точно свои поклонники, поэтому это круто. Есть, конечно, некоторый вопрос по передней части автомобиля, в части капота. Допустим, мне вот непонятен этот клюв, который реализован, потому что, наверное, в первое впечатление, когда ты это видишь, ты такой, блин, как будто как бы футболку хочется заправить в штаны. Не знаю. Реализовано, конечно, странновато, просто как будто выглядит как дополнительный зазор и не хватает, скажем, стыка прямого с бампером. Вот. И помимо всего, что это как бы визуально, наверное, не очень прикольно выглядит, на мой взгляд, так еще и с точки зрения эксплуатации на скорости типа там 15 плюс уже эта история начинает болтаться, и капот начинает попадать в некую турбулентность свою собственную, от чего
ты испытываешь просто неприятные вибрации. Поэтому вот такая вот особенность. У него нет какой-то брутальности, например, как у G80 по задней части автомобиля. Он более такой обрубок, скажем так, у него более такая как бы брутальнее задница, но этот, как младшая версия, действительно выглядит как младшая версия, то есть такой он как бы все равно сбитый, при этом он не проигрывает, допустим, у него нормальное количество места там в багажнике, там комфортный ряд задних сидений, у тебя с легкостью помещается там голова в просвете, поэтому в целом G70 он для своего класса, для своей задумки, я считаю, получился очень сбалансированный с точки зрения экстерьера и при этом функциональности автомобиля. Что же действительно заслуживает отдельного внимания у этого автомобиля, так это его салон. Поверьте, когда ты попадаешь внутрь него, он вызывает у тебя восторг. Но что говорить, давайте лучше посмотрим. И вот я попадаю в салон этого автомобиля, и первое, с чем я сталкиваюсь, наверное, для кого-то это будет удивительно, но ощущение моей задницы говорят: бля, чувак, это круто, потому что действительно, попадая в это сиденье, ты понимаешь, насколько тебе комфортно в нем находиться. И потом пару взаимодействий с элементами интерьера данного автомобиля ты удостоверяешься в том, что все это не подделка. Это не когда есть красивая картинка, это есть презентация, это есть видео, и ты думаешь: вау, блин, сейчас я, возьму, буду кайфовать, потом садишься в какого-нибудь китайца, начинаешь на все это нажимать, начинаешь все это трогать, и ты понимаешь, что тебя просто обманули. Здесь такого нет. Здесь действительно все, что ты трогаешь, все, что ты включаешь, куда ты прикасаешься, это все дарит тебе огромное удовольствие. И вот теперь в совокупности с тем, что это все не поддельное, ты еще дополнительно кайфуешь от дизайна этого автомобиля. Все строчки ровные, у тебя сразу замшевая крутая отделка салона, у тебя все у тебя хорошо в этом салоне, у тебя все в этом салоне хорошо, он тебе максимально нравится. И тут даже вот так ты делаешь и думаешь: блядь, ребят, это стильно, это круто, это классно, тебе это нравится, тебе это очень нравится. Поэтому все, я поехал кайфовать, наверное. Как-то непонятно, как мне этот переход сделать. Ладно, давай. Ну что же. Ну что, давайте теперь посмотрим, какие есть достоинства и плюшки в данном автомобиле. Есть возможность запуска автомобиля по отпечатку твоего пальца. У тебя тактильный блок климата-контроля. Каждый сенсор дает тебе обратную вибрацию, имитируя, как будто ты нажимаешь на реальную кнопку. Есть также часть физических кнопок, но видим, что плашка цельная, они не разделенные. При этом всем сенсор понимает, куда ты конкретно нажимаешь, и эту функцию тебе включает. Прикольно? Прикольно. Также, что мне очень нравится, это вот этот вот селектор переключения температуры, который, в принципе, работает очень даже неплохо, с приятными отщелкиваниями. Также у тебя идет 3D приборная панель, которая с помощью встроенных датчиков в нее определяет положение твоих глаз и делает картинку объемной. Но, конечно, работает это на троечку, так сказать. Например, под мои глаза очень сильно бывает, когда перестраиваешься перестраиваешь на панель с дороги, у тебя картинка подразмывается. Мое любимое — это камера 360, система кругового обзора с возможностью огромного количества настройки
конкретного вида, когда ты паркуешься. И самое классное, это такой вот вид на колеса при боковой парковке, допустим, параллельной парковке. Ты можешь четенько знать, где находится бордюр и как в него не впилиться, собственно. Вот. Далее, самое, наверное, топовое в этой машине, конечно, всеместно с этим салоном, это его шумоизоляция, потому что здесь помимо двойного стеклопакета, установленного во всех дверях, лобовое идет акустическое, то есть дополнительная, с дополнительной шумоизоляцией. Но это еще не все. Здесь система умная, которая тебе при помощи мультимедиа дополнительно гасит посторонний шум, возникающий от колес. То есть динамики слушают и определяют шум от покрышек и подает противофазную волну, гася тем самым посторонние шумы. И вот именно за счет этого достигается та самая премиальность, та самая роскошь, когда ты едешь за рулем этого автомобиля. Потому что с такой офигенной шумоизоляцией, с плавностью хода, с мягкой подвеской, это кайф. У заднего ряда пассажиров есть возможность настроить угол наклона своей сидушки, а также включить себе подогрев или вентиляцию сидений. Представляете? Есть функция парковки автомобиля с брелка. Ты можешь выйти, подъехать или отъехать вперед, а также ты можешь запарковать автомобиль параллельно парковкой, не находясь внутри. То есть ты проехал, отсканировал положение машин, вышел, закрыл, перевел машину в паркинг, нажал кнопку, и она у тебя поехала парковаться по своей траектории, которую она видит. Также ты можешь это регулировать. Ну или, в принципе, допустим, комфортно заходить или выходить в машину, отгоняв ее вперед-назад на парковочные места. Также у машины есть умная система подвески, которая анализирует дорожное покрытие на предмет ям, неровностей или там лежачих полицейских и дает сигнал за доли секунды, расслабляя амортизаторы, чтобы прохождение препятствий было максимально комфортно. Это очень прикольная фича, потому что когда ты, допустим, едешь в режиме спорт, у тебя нет необходимости напрягать свои булки, чтобы, скажем, комфортно проехать то или иное препятствие. Интересная еще функция — это активная боковая поддержка сидений. Когда ты разгоняешься свыше 130 км в час, у тебя автоматически они поднадуваются, тем самым тебя прижимая больше в сидушки. А также, когда ты переключаешь в режим спорт, они у тебя сразу автоматически надуваются. Ну что ж, друзья, давайте о самом интересном. Это о недостатках данного автомобиля, которые были выявлены в процессе эксплуатации. Начнем, наверное, с всеми уже, скорее всего, известным, кто присматривает себе такой автомобиль или уже ездит на бензиновых двигателях, это с большого расхода топлива. Потому что действительно у бензиновых двигателей расход топлива, ну, мягко говоря, большеват. Потому что летом это будет где-то в районе 13-14, а зимой там 15-17 литров. А при этом как бы учтем, что эти данные двигатели в принципе очень требовательны к качеству топлива, и когда ты заправляешь это все сотым бензином плюс к расходу топлива, получается по математике копеечка вылезает. Так что как недостаток оправданно присутствует. Далее, это нету бесключевого доступа у нас в задних дверях. То есть у тебя бесключевой доступ только в передних дверях, и ну, некоторых владельцев это изрядно прям подбешивает. Нету у автомобиля докатки, которая комплектуется с завода. Кто-то, конечно, решает эту проблему, и вроде как ребята на форумах пишут, что докатка от Kia там, K900 достаточно хорошо встает в нишу багажника, но там надо заменить или убрать вообще пластик вот, самой ниши. Поэтому далее у нас, на мой взгляд, даже я, поездив не так много, увидел этот недостаток расположения селекторов АКПП и мультимедиа. Они достаточно
располагаются близко, и ты постоянно, когда пытаешься, паркуясь, переключаться с D на R и в обратном порядке, ты часто пытаешься там что-нибудь в мультимедии наклацать в этот момент, чем переключить скорость. Поэтому, да и в принципе, с моим ростом, мне как будто расположение барабана под мультимедию лучше было бы сделать селектором переключения коробки, чем то, как это сделано наоборот. Но, в принципе, как бы это, скажем, все дело такое привычное, привыкнуть к этому можно, но как недостаток эргономический засчитать, наверное, можно. Далее, есть интересная история с запотеванием фар у данных автомобилей, да и вообще, в принципе, у семейства Hyundai и Kia. Производитель очень часто себе фары закладывает силикагель заводской, его надо менять, он покупается, находится он в крышке фары, вот, но как бы с чем и мы столкнулись, допустим, когда купили машину, приехали в теплый бокс, а у нас фары все запотели. Мы, конечно же, сели на панику, расстроились, вот, но как бы расстраиваться раньше времени не нужно, если никакого механического повреждения нет, просто-навсего этот силикагель, он раздувается, каменевает, напитывается влагой и уже не выполняет свои функции. Вот, так как фары большие, конденсат за счет перепада температур, работы самой оптики, он там возникает, поэтому это надо иметь в виду и за этим следить. А также еще хотел бы отметить сразу про фары, это очень нежное крепление бампера, на ответное крепление бампера на самой фаре. И даже, допустим, какой-нибудь бордюр, неприятный тычок куда-то может их повредить. И вот тогда уже могут начаться действительно проблемы с тем, что фары будут, так скажем, протекать и запотевать. А что может повлечь за собой дорогостоящий ремонт. Поэтому, в принципе, с передним бампером нужно быть лишний раз лучше аккуратным, никуда стараться не впиливаться им. Вот. А в отдельный, наверное, можно блок отнести некоторые проблемы по электроникам и недостаткам дженерика. Значит, самое важное стоит отметить, это, скорее всего, электронный блок управления полным приводом автомобиля. Он расположен под пассажирским передним сиденьем, где-то в районе пяток. Ну, получается, недалеко от пяток. И, конечно же, если пассажир, допустим, зима, снег, плохо отряхивает ноги, или просто влага туда попадает там, за счет того, что дождь, там, кто-то поджимает ноги и так далее. В общем, есть риск просто замачивания данного блока, и, как правило, просто нахер у тебя отрубается полный привод. Вот. Так что, в принципе, эта проблема решается просто дополнительной изоляцией. Нужно чем-то укрыть, пленкой или каким-то кожухом, коробом. Вот, в принципе, это даже являлось гарантийным ремонтом от дилера. Также по электронным блокам управления есть некоторая особенность. Это связано с блоком ABS и блоком электроусилителя руля. У некоторых возникает такое приторможение, особенно при большой температуре наружного воздуха. Ну, как правило, летом возникают такие проблемы, как характерный стрекочущий звук при торможении. Вот, поэтому тут надо быть с этим как бы внимательным, обращать на это внимание. В целом, как бы ABS это решается, по-моему, заменой блока, а вот с электроусилителем там, по-моему, вопрос механический больше, чем электронные. Там из-за недостатка смазки шестеренки начинают, в общем, издавать такой специфический звук. Вот. Далее, наверное, еще из электрики это глючат передние парктроники из-за конструкции бампера, там жгут проводки постоянно, и разъемы подвергаются влаге, намоканию, и из-за этого могут периодически подглючивать. То есть тоже частые отзывы от владельцев, кто эксплуатирует. Также из-за намокания
подтупливает как и бесключевой доступ в автомобиле, то есть периодически может не работать, приходится открывать автомобиль с брелка. Так же самое, когда ты складываешь зеркала, тоже бывают в этом как бы свои затупки. Вот, допустим, даже у данного автомобиля есть такая как бы проблема сейчас, что когда ты складываешь зеркала, у тебя складывается только правое боковое зеркало, левое, оно не хочет складываться. Вот. Поэтому это вот такие как бы общие моменты по недостаткам по электрике. Еще отдельно хотел бы отметить комплектацию спорт, вот как у данного автомобиля, у которого 21 колеса. И на родной резине, допустим, которая идет с завода на Мишке, там, по-моему, у него 35-й профиль, этот автомобиль достаточно жесткий. Достаточно жесткий, который, в принципе, большой вклад вносит в недостаток при вождении, потому что помимо того, что большой радиус, низкий профиль, так еще и сами колеса достаточно тяжелые. И каждое попадание даже в небольшую неровность вызывает у тебя очень сомнительные впечатления внутренние, потому что, блядь, страшно становится, очень страшно становится. Вот на зимней резине, допустим, на 45-м профиле гораздо комфортнее уже ощущается автомобиль. Но и в целом, наверное, тут вопрос больше еще в весе самих колес, потому что, наверное, заменив их на кованые более легкие диски, ты все-таки получишь и лучшую управляемость, и лучший отклик автомобиля на руле. Так что такой вот список большой или небольшой недостатков, но как бы какой есть. Ну и в заключение, собственно, отвечая на вопрос, купил бы ли я себе такой автомобиль, допустим, у меня нет на него денег. Ты знаешь, что тебя слышно? Друзья, если подводить итоги, то автомобиль очень классный, он очень комфортный, у него классная шумоизоляция, у него достаточно комфортный ход подвески, у него крутая мультимедиа, как крутой большой экран, очень много фишек, и самое главное, что у него есть все-таки еще те старые вещи в автомобилях, которые нам очень нравились ранее. Поэтому, если отвечать на вопрос, купил бы я себе такой автомобиль, конечно бы купил, но, скорее всего, бы присматривал вариант с дизельным двигателем, вот, но там единственный вопрос по комплектации. В спорте комплектации их достаточно мало, но, по-моему, есть. Поэтому тут стоит отметить еще, что если вы активный, наверное, водитель и вам нравится как бы в автомобиле харизма, какие-то драйверские ощущения от вождения, то тут все-таки стоит подойти чуть более тщательней к выбору этого и покупки этого автомобиля, потому что мне уже спустя то время, когда ты покатался и привык к всему этому комфорту, привык к всему этому виду и материалам салона и так далее, тебе начинает казаться немножко уже скучновато, и вот здесь как раз-таки и кроется, наверное, ответ в том, кому подойдет, кому не подойдет этот автомобиль. Я считаю, что если нужно просто ездить каждый день, с комфортом добираться из точки А в точку Б, и ты как бы автомобиль рассматриваешь с точки зрения просто как инструмент в твоей повседневной жизни, чтобы перемещаться, то это отличный вариант, чтобы рассмотреть его к покупке. Если ты просто еще кайфуешь от управления, вождения, и тебе нравятся харизматичные машины, то вот тут уже стоит чуть больше подумать, наверное, и прислушаться к своим внутренним впечатлениям. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Я постарался для вас сделать что-то полезное, что-то красивое, и при этом всем, чтобы это было интересно смотреть. Не судите строго, но любая обратная связь будет для меня вашей огромной поддержкой. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Вот. Если для вас интересен автоподбор или там, требуется выездная диагностика в Москве или области, то подписывайтесь на мои соцсети, пишите мне в Telegram, буду рад со всеми пообщаться. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.